Добро пожаловать в одно из самых красивых и удивительных мест на Земле. Край пустынных и безлюдных пейзажей, озер и рек, а также величественных ледников и гор. Сегодня мы погрузимся в этот мир практически нетронутой природы под названием Патагония. Привет, меня зовут Дима Неутов, и вы на моем канале о путешествиях. Это вторая часть о наших приключениях в Южной Америке. И сегодня мы с вами отправимся по следам детей капитана Гранта, чтобы разобраться, чем же так манит Патагония искушенных путешественников и почему вам просто необходимо внести ее в список обязательных к посещению мест. Прилетели мы сюда из аргентинской столицы Буэнос-Айреса. Если еще не смотрели мой выпуск о нем, то ссылку вы найдете где-то здесь. Ну а теперь к делу. Начнем с того, что такое Патагония и ради чего сюда стоит приехать. Это огромная территория, которая расположена в южной части Южной Америки. Ее делят между собой Аргентина и Чили, а граница проходит по оси Анд. Ее площадь составляет чуть более 1 миллиона квадратных километров, а это, к примеру, почти 12,5 Австрии. И что примечательно, здесь очень низкая плотность населения, примерно 2 жителя на 1 квадратный километр. В той же Австрии, к слову, этот показатель составляет 102 человека на квадратный километр. Так что это идеальное место, чтобы сбежать, если вы устали от людей. Знаменита Патагония в первую очередь своей природой. Для аргентинской части характерны степи, луга и пустыни, а в Чили это ледниковые фьорды и тропические леса. Лучшим временем для посещения этого региона является здешнее лето, которое в этой части света длится с декабря по март. Основными достопримечательностями, которых посещают эти места, являются национальный парк Лос-Гласирес с его звездой и ледником Перито-Морено, горная вершина Фитрой, а также национальный парк Torres del Paine. Первые две расположены в аргентинской части Патагонии, а третья на территории Чили. Еще приезжают в Патагонию ради полуострова Вальдес, курортного города Барилоче, а также огненной земли и Ушуаи. Чтобы увидеть их все, наверное, нужно не менее 2-3 недель. Мы же прилетели сюда на 3 ночи и отдали предпочтение леднику Перито-Морено, а также заглянули в Torres del Paine. О них далее и пойдет речь. Главными воздушными воротами Патагонии являются аэропорты в городах Эль Калафате в Аргентине, а также Пуэрто-Наталес и Пунта-Аренас в Чили. Выбор конкретного аэропорта зависит от намеченного вами маршрута и стартовой точки. Мы прилетели в Эль Калафате, так как основной целью нашего визита был ледник Перито-Морено, а вылет был из Буэнос-Айреса. Перелет длится 3 часа 15 минут. Главным перевозчиком на этом маршруте является авиакомпания Aerolíneas Argentinas. Могу сказать, что самолеты и сервис у них на уровне. Единственный минус — это стоимость билетов. В среднем это порядка $300 человека в сезон. Примечательно, что стоимость для местных существенно дешевле. Так что вот такая вот авиадискриминация. Аэропорт находится в 20 километрах от города на побережье озера Аргентина. Еще на подлете к нему бросаются в глаза бескрайние степи Патагонии, которые, к слову, здесь называются пампасами. И эти пейзажи уже сразу недвусмысленно намекают вам, что вы на краю Земли. Здание самого аэропорта достаточно новое и выполнено в современном стиле, а также обладает всеми необходимыми современными сервисами. Этот факт приятно удивил, так как обычно в подобных удаленных местах аэропорты больше похожи на автовокзалы из прошлого. Добраться из аэропорта до города можно 2 способами: на такси, либо на групповом трансфере. Оба варианта можно заказать непосредственно в аэропорту. Стоимость такси будет в районе $25, а трансфера около 12 человека, но в оба конца. Мы выбрали второй вариант, и он был вполне ок.
как для 15-минутной поездки. А теперь пару слов о выборе отеля в Эль Калафате. Как для небольшого городка, вариантов достаточно много. Учитывая немассовость этого направления и краткость сезона, средняя стоимость достаточно высока и колеблется в районе $100-250 в сутки, в зависимости от уровня отеля. В сезон все они практически заняты и бронировать обязательно нужно заранее. Мы остановились в отеле Альто Калафата и заплатили $350 за 3 ночи с завтраком. Изначально, правда, нами был забронирован другой вариант, но за сутки до въезда отель отменил бронирование без объяснения причин. После долгих и, откровенно говоря, бестолковых выяснений с Booking, мы уже, сидя в аэропорту Эль Калафате, каким-то чудом забронировали Альто. И, нужно сказать, он оказался прекрасным. Особенно порадовал вид на город и озеро Аргентина, открывавшийся с возвышенности, на которой расположен отель. Из плюсов Альто можно еще отметить спа-зону с видовым бассейном, а также комьюнити-зону в лобби, где по вечерам довольные гости коротали время за беседами об увиденных за день красотах. Из минусов могу назвать ресторан отеля, который был несколько слабоват. Так, ну, в общем, как для Эль Калафате весьма неплохо. У нас, поскольку это был последний номер, оказался с 2 отдельными кроватями. Что делать? Вот такая вот ванная комната. Но в целом это очень достойный вариант, чтобы остановиться в Эль Калафате. После заселения, обеда и отдыха в спа-отеле мы отправились на прогулку в центр города. Городом его, конечно, можно назвать с большим авансом. Вообще это городок, который создан для обслуживания градообразующего предприятия под названием Национальный парк Лос Гласириас. И, конечно, его главная задача – это удовлетворение потребностей прибывших сюда туристов. И в этом смысле его можно сравнить с городами, которые расположены у горнолыжных курортов. Как и водится в подобных местах, здесь есть главная улица – Авенида дель Либертадор, вдоль которой и размещено все – магазины, турагентства, кафе и рестораны. В отличие от Буэнос-Айреса, к нашему удивлению, здесь даже был нормальный обмен валют, да еще и с хорошим курсом. Но, откровенно говоря, какой-то особенной ценности в прогулке по центру нет. Ее можно спокойно пропустить. Еще мы заскочили в магазин снаряжения, чтобы взять на прокат трекинговые ботинки для запланированного посещения ледника. Этот сервис весьма распространен в Эль Калафате, так как тащить с собой ботинки в такую даль ради нескольких часов будет разве что заядлый хайкер. Так что возьмите этот момент себе на заметку, когда будете ехать в эти края. Осмотревшись и решив организационные вопросы, мы решили проверить на прочность здешние рестораны. Ресторан называется La Zaina, и на тот момент он был на 4-м месте среди лучших в Эль Калафате. Нам вновь повезло и удалось занять единственный свободный столик, а учитывая размер ресторана, это была однозначная победа. На подходе нас, правда, несколько смутил его внешний вид, но в итоге это оказался тот случай, когда не стоит судить по одежке. Внутри кипела смесь из интернациональной публики и невероятно теплого аргентинского гостеприимства. Специализируется ресторан на блюдах традиционной аргентинской кухни, приготовленных по семейным рецептам. Ресторан оказался очень и очень. И я, конечно, рекомендую нанести его на ваши карты. Следующий день порадовал нас отличной солнечной погодой, что нечастое явление здесь. Это было особенно ценно, учитывая предстоящую встречу с жемчужиной Патагонии и ледником Перито-Морено. Так как подобный опыт нам предстоял впервые, то это событие вызывало у нас особый интерес. Перед тем, как мы с вами окажемся непосредственно на месте, хотелось бы уделить внимание организационной части. В целом существует 3 способа знакомства с одним из самых известных и зрелищных ледников не только Аргентины, но и всего мира. Первый. Самый простой и условно дешевый – это смотровая площадка напротив ледника. Ее непременно нужно посетить, но ограничиться только ею было бы, на мой взгляд, неверно. Второй вариант – это водная прогулка вблизи ледника с возможностью наблюдения за ним с палубы судна. Ну и третий, самый дорогой, но и однозначно самый предпочтительный вариант – это трекинг по самому леднику. Стоимость этой активности сильно зависит от количества посредников и их аппетитов. У многих агентств стоимость превышает $350.
$500 с человека. Мне удалось найти компанию Hila Aventura, которая является непосредственным оператором этой услуги. И цена вопроса составила $120 с человека. Ссылку на их сайт вы найдете в описании к видео. И еще важно знать, что существуют некоторые требования для желающих отправиться на трекинг по леднику. Не пускает на него детей младше 8 лет, взрослых старше 65 лет, беременных и людей с избыточным весом. А также не рекомендуют эту активность людям, имеющим сердечные заболевания. Ну и наконец вам необходимо иметь теплую одежду, трекинговую обувь, провиант на целый день, а также солнцезащитный крем. Все начинается с трансфера из Эль Калафате в национальный парк Лос-Гласириес, который расположен в 80 километрах. По прибытии в сам парк мы сделали небольшую остановку с целью осмотреться и начать проникаться здешними красотами. Затем мы отправились в такой вот мини-порт, чтобы погрузиться на судно и переправиться на другой берег озера Аргентина. Buenos días. Vamos ingresando, por favor. Okay. Так, что тут в лодке? Ну, что сказать в лодке по-простому. Так. Навигация по озеру занимает порядка 20 минут. Кстати, курсирующее по озеру судно было изготовлено Mercedes-Benz специально для Перито-Морено. Как только ледник показался на горизонте, мы, как впрочем и остальные участники, ринулись на палубу, несмотря на весьма холодный ветер снаружи. И этот момент нашего знакомства я, пожалуй, запомню на всю жизнь. По мере приближения к этому гиганту приходит и осознание его реальных размеров, и это действительно впечатляет. Причалить к берегу удалось далеко не с первой попытки из-за обломков ледника, плавающих в воде. Но мы все же причалили и благополучно выбрались на берег. В кемпе недалеко от места выгрузки все оставили ненужные вещи и двинулись далее в сторону ледника. Для удобства туристов часть пути оборудована такими вот помостами. Далее наш гид провел небольшую лекцию о леднике. Almost 3000 meters, yeah? And it's... Стоит заметить, что вид из рабочего кабинета этого гида вне конкуренции. Продолжаем подходить к леднику. Здесь вообще какие-то марсианские пейзажи, даже не знаю. Напоминает мне отчасти фильм с Мэтью МакКонахи про космос. Напомните мне, как называется. Уже непосредственно возле ледника разбит еще один кемп, где вам подберут и оденут кошки, без которых трекинг по леднику невозможен. Специальный человек помогает это правильно одеть. Так это все выглядит. Алло. Серьезный процесс? Как вы думали? Безопасность прежде всего. Ледник ждет нас. Окей. Мне не подошли по дизайну. Тебе из новой коллекции достанут, наверное. Ну как? Прекрасно. Как на каблуках? Ну вот и я наконец-то похожу на каблуках. Главное не наступить никому на ноги по-моему. Там, кстати, есть вот такой вот инстапоинт с флагом Аргентины, и он, на мой взгляд, тоже вне конкуренции. Ну и уже перед самым восхождением на ледник вас ждет инструктаж по технике безопасности и особенностям перемещения. И после началась наша самая удивительная прогулка из всех, что бывали. Первым идет гид, проверяя безопасность маршрута, так как единственной верной тропы не существует, и она постоянно меняется. Дело в том, что ледник находится в постоянном движении, а также подтаивает в разных местах, и шанс провалиться под лед безусловно существует. Поэтому крайне важно не отклоняться от тропы. Еще одной фишкой этой прогулки является возможность отведать настоящей талой воды. К слову, Перито-Морено — это третий по величине запас пресной воды в мире. Кстати, я забыл вам сказать, что здесь еще есть так называемый Big Ice. Это если у нас чистого трекинга по леднику 1,5 часа, то Big Ice это 6 часов. Ну, соответственно, там более
глубокое погружение в ледник, но требуется уже наличие там достаточно серьезной физической формы. Но как бы стоит это тоже несколько дороже. Если мини-трекинг это $120 с человека, то Big Ice это уже 290. Путь по леднику извилистый, пронизан множеством ручейков, пещер и углублений. Возле некоторых особенно интересных гид делает остановки. Сам ледник со многих ракурсов кажется насыщенно синим, что, конечно же, вживую очень впечатляет. Это явление имеет длинное научное объяснение, на котором я не буду останавливаться. Но если взять маленький осколок в руку, то он абсолютно прозрачный. Заканчивается прогулка по леднику не менее эффектно. Всем участникам предлагают отметить этот момент бокалом виски с тысячелетним льдом. За ледник, за Перито-Морено. Друзья, приезжайте. Салют! Далее вас ждет обратный путь на противоположный берег озера, откуда вы переместитесь на смотровую площадку, которая расположена прямо напротив центральной стены ледника. И тут, хочешь или нет, усмотревшись «Игру престолов», невольно возникает мысль об одичалых и белых ходоках. Ну а если серьезно, именно этот ракурс дает возможность увидеть все его величие. Общая площадь Перито-Морено составляет 250 квадратных километров, а видимая часть достигает 70 метров над уровнем воды, что равно примерно 23-этажному дому. И это не говоря о его подводной части, которая местами достигает 700 метров. Главным событием, которого ожидают все, кто приезжает на смотровую к леднику, является откалывание глыбы льда с последующим эффектным падением в воду. Это происходит довольно часто, так как ледник живой и находится в постоянном движении. Скорость движения ледника составляет около 2 метров в день, то есть каждый день примерно 2 метра по всему фронту ледника обваливается в воду и тает. Но тем не менее, размер ледника не уменьшается, поскольку в верхней его части находится так называемая область аккумуляции, где постоянно происходит формирование нового льда. Знакомство с Перито-Морено, как мы и ожидали, оказалось весьма впечатляющим событием и точно стоило как затраченных усилий, так и средств. Для ужина в этот день у меня был запланирован ресторан под названием Парила Дон Пичон, но по прибытии он нас совсем не впечатлил, и мы отправились на поиски альтернативы. И весьма достойный вариант вскоре нашелся. Он называется La Tablita. Как и подавляющая часть ресторанов в Эль Калафате, специализируется на мясе и стейках. Мы, собственно, стейк и заказали, а также парочку традиционных закусок и бутылочку отличного аргентинского мальбека. Все это стоило около $50. И тут стоит отметить, что кухня и рестораны Аргентины в целом на высоте и вряд ли смогут не понравиться. Следующий день у нас был отведен на исследование чилийской части Патагонии, а именно национального парка Torres del Paine. Итак, Torres del Paine — это самое известное и самое посещаемое туристическое место в Чили. Парк, мягко говоря, не маленький, его территория составляет почти 2500 квадратных километров. Это примерно как весь Люксембург. Известен он в первую очередь благодаря своим невероятно красивым горным пейзажам. Главным символом парка является горный массив Пайне, который находится в центральной его части. А его венцом 3 иглообразные вершины, в честь которых парк и получил свое название Torres del Paine. Помимо гор в парке находятся нереального цвета озера, горные реки, водопады и несколько видов животных. Существует несколько подходов к осмотру этого парка. Наиболее обстоятельный и относительно бюджетный – это отправиться на хайк по нему. Для истинных ценителей существует 2 маршрута на 5 и 9 дней, которые позволяют в полной мере насладиться здешними красотами. Такой подход предполагает ночевки в собственных палатках, либо же в разнообразных кемпингах или рефугио, убежищах в переводе. Это что-то типа хостела. Они расположены на этих маршрутах в разных частях парка. Следующий вариант – это остановиться в ближайшем городе Пуэрто-Наталес и ездить в парк либо на автобусе, либо на арендованном авто в рамках дня, без ночевки. Это, наверное, наиболее оптимальный вариант. А для тех, кто ограничен во времени, есть однодневные экскурсии из Пуэрто-Наталеса или Эль Калафате. Ну и напоследок существует вариант по-богатому, который предполагает пребывание в одном из всего парочки действительно лакшери отелей.
Там вас будут кружить и удивлять сообразно стоимости, которая с учетом наценки за край мира может достигать $3000 за ночь. Нашим вариантом стала однодневная экскурсия из Эль Калафате, о плюсах и минусах которой я вам далее и поведаю. Такой вариант в Эль Калафате продает много агентств, цены у которых, так же как и в случае с ледником, сильно разнятся. К тому же в сезон с ноября по март цены могут быть почти в 2 раза выше, чем другие месяцы. Но учитывая погоду, ехать сюда вне сезона, на мой взгляд, не стоит. Мы для этой активности выбрали компанию Патагония Шик, и я могу ее советовать. Ссылку на их сайт вы найдете в описании к видео. Учитывая, что дорога в один конец занимает около 3 часов, то начинается все рано, а именно в 6:30 утра. Дороги в Патагонии преимущественно грунтовые, потому и транспорт нужен специфический, марсианский в некотором смысле. Хочу отметить, что этот опыт был весьма занятным. Не сказать, что прям супер комфортная езда, но на скорости в 100 км в час этот вездеход умело справлялся с местами весьма ухабистыми дорогами. Первым примечательным местом после 200 километров пути с однообразным степным пейзажем за окном стал пограничный пункт между Аргентиной и Чили. Он, нужно отметить, весьма условный, и сказать, что граница на замке, было бы большим преувеличением. Процесс прохождения границы занял около часа. В парке обустроено много смотровых площадок. Собственно, основным занятием всех прибывших сюда туристов и является перемещение между этими точками. Как я уже упоминал ранее, чтобы увидеть их все, необходимо несколько дней. Наша же однодневная экскурсия предполагала посещение всего нескольких из них. И первым местом стала обзорная площадка озера Sarmiento, второго по площади в Torres del Paine. Собственно, отсюда открывается вид на само озеро, и на горизонте виднеется тот самый горный массив Пайне. Далее мы остановились у места, которое называется Лагуна Amarga, примечательного в первую очередь необычным голубовато-зеленым оттенком воды. И тут нам впервые встретились основные обитатели этих просторов – гуанако. Они, кстати, являются предками лам и основной добычей для здешних пум, единственного хищника в этом регионе. Гуанако, похоже, привыкли к ежедневным встречам с человеком и особо не напрягаются, позволяя наблюдать за ними не спеша. Чего не скажешь про местных пум, увидеть которых большая удача. Далее мы переместились к небольшому, но эффектному мини-водопаду, который носит название Cascada Rio Пайне. Место, конечно, весьма залипательное. Такой себе аттракцион, который никогда не заканчивается. После обеда и посещения еще одной смотровой площадки у озера со шведским названием Nordenskjöld мы отправились в направлении места под названием Mirador Cuernos. Это самый близкий, пожалуй, самый красивый поинт для наблюдения за все тем же горным массивом. Подъехать непосредственно к нему нельзя, и в этой связи нам предстоял небольшой хайк. Проходит он преимущественно в долине, которая существенно пострадала от масштабного пожара, возникшего в 2011 году по вине одного из туристов. Это событие было настоящей катастрофой для Чили. Напоминанием о ней служат вот эти удивительные деревья, которые пострадали во время пожара, но сохранились в таком вот новом облике, что в свою очередь придает некий фэнтезийный лук и без того нереально красивым пейзажам вокруг. Конечно, места здесь невероятные. Такое ощущение, что ты находишься во «Властелине колец». В результате тропа приводит на берег все того же шведского озера, откуда и открывается лучший вид на массив Пайне и на его самую высокую вершину Пайне Grande. Это место можно точно отнести к разряду самых красивых на планете. Следующей локацией на нашем пути стал водопад Salto Grande, что переводится как «большой прыжок». Это небольшой, но гордый водопад, соединяющий озера Nordenskjöld и Pehoe. Особенную красоту ему придает необычно молочно-голубой цвет воды. В общем, еще одна приятная глазу локация, которая точно подарит свою порцию положительных эмоций. И последним пунктом в Torres del Paine для нас стало само озеро Pehoe. Это также, безусловно, очень красивое и живописное место. Здесь, кстати, есть небольшой островок, на котором расположен вот такой отель. Называется он Перito-Морено. И это одно из немногих мест в парке, где можно остановиться с некоторым комфортом за относительно вменяемые деньги. Выглядит он, конечно, достаточно простенько, но окружающая природа с лихвой это компенсирует.
Здесь при возможности однозначно стоит задержаться как минимум на ночь. В целом такой формат посещения Torres del Paine показался нам достаточно поверхностным, и если вы захотите по-настоящему его исследовать, то стоит запланировать на это как минимум 2-3 дня. Ну вот и подошел к концу этот выпуск. Надеюсь, он был для вас полезным. Сказать, что это место удивляет, это ничего не сказать. Опыт, который мы получили здесь, очень сложно с чем-то сравнить. Этот визит в некотором смысле стал для нас инопланетным приключением, и воспоминания о нем точно не затрутся со временем. Многое, что можно пропустить, но точно не Патагонию. Спасибо, что досмотрели до конца. Ставьте лайк, если вам понравилось, и подписывайтесь на канал. И до встречи в следующем выпуске у водопадов Игуасу.